Гурджиев. Мистик, философ и учитель духовного пробуждения, посвятил свою жизнь тому, чтобы разбудить человечество от глубокого сна. Он говорил: человек не может делать ничего, потому что живет разделенным, управляемым противоречивыми желаниями, которые возникают и исчезают. Мы думаем, что контролируем свою жизнь, но на самом деле мы рабы собственных механических реакций. И единственный путь к свободе, к настоящему существованию – это дисциплина. Гурджиев утверждал, что большинство людей живут в состоянии сна наяву. Мы не осознаем себя, не чувствуем настоящего момента. Наши мысли блуждают хаотично, эмоции управляют нами. Тело действует на автопилоте. Мы едим, не замечая вкуса пищи. Мы идем по улице, погруженные в бесконечный поток внутренних диалогов. Мы разговариваем с людьми, но не слышим их по-настоящему. Мы живем, но не существуем. Эта механичность – наше естественное состояние. Мы рождаемся с потенциалом к пробуждению, но большинство никогда не реализует его. Гурджиев называл обычного человека машиной, которая реагирует на внешние стимулы, не имея настоящей воли. Когда кто-то оскорбляет вас, вы автоматически злитесь. Когда вам предлагают удовольствие, вы автоматически тянетесь к нему. Где здесь свобода? Где ваша воля? Но есть выход. И этот выход начинается с самого страшного слова для современного человека – дисциплина. Когда мы слышим слово «дисциплина», мы представляем себе ограничения, жесткие правила лишения. Мы думаем о военной муштре, о монастырской аскезе, о жизни без радости. Но Гурджиев учил совершенно иному пониманию дисциплины. Дисциплина в его системе – это не подавление себя, а освобождение. Это не отказ от жизни, а способность по-настоящему жить. Гурджиев говорил: вера сознательная – это свобода. Вера инстинктивная – это рабство. Вера механическая – это безумие. То же самое относится и к дисциплине. Механическая дисциплина – это слепое следование правилам. Сознательная дисциплина – это выбор быть присутствующим, осознанным, живым в каждом моменте. Без дисциплины мы остаемся рабами своих импульсов. Мы хотим измениться, но не можем. Мы даем себе обещания, но не держим их. Мы строим планы, но не реализуем их. Почему? Потому что у нас нет внутренней силы, нет способности контролировать себя. И эта способность развивается только через практику, через дисциплину. Одна из самых важных идей Гурджиева заключается в том, что трансформация начинается не с грандиозных свершений, а с малых, почти незаметных шагов. Он учил, заканчивая то, что начал. Это простое правило, но мало кто способен ему следовать. Мы живем в культуре больших амбиций и быстрых результатов. Мы хотим изменить всю свою жизнь за один день. Мы начинаем масштабные проекты, даем себе амбициозные обещания и терпим неудачу, потому что пытаемся сделать слишком много сразу. Наша воля слаба, наша способность концентрации ограничена, наша энергия рассеивается. Гурджиев предлагал другой путь, путь малых усилий, но постоянных. Начните с чего-то простого. Это может быть что угодно. Мыть посуду, полностью осознавая каждое движение, идти на работу, наблюдая за своим дыханием и тяжестью шагов. Сидеть 5 минут в тишине, просто наблюдая за своими мыслями. Главное – делать это регулярно. Каждый день без пропусков. Именно в этих простых действиях скрыта огромная сила. Когда вы моете посуду осознанно, вы прерываете автоматический режим. Вы перестаете быть машиной. Вы становитесь присутствующим. И это присутствие – начало пробуждения.
Гурджиев разработал то, что он называл четвертым путем. Путь развития сознания в условиях обычной жизни. В отличие от монашеского отшельничества или аскетических практик, этот путь не требует ухода от мира. Наоборот, он требует полного погружения в жизнь, но с одним важным условием – постоянным самонаблюдением и присутствием. Четвертый путь учит, что каждый момент вашей жизни может стать практикой пробуждения. Вам не нужен монастырь. Вам нужно нечто гораздо более сложное. Внутренняя дисциплина. Представьте, что вы моете посуду, наблюдая за каждой мыслью и эмоцией, или идете на работу, ощущая каждый вдох, каждый шаг. Каждый момент становится упражнением в пробуждении. Эта практика требует невероятного усилия. Она идет против всей вашей природы, против всех ваших привычек. Ваш ум будет сопротивляться. Он будет отвлекаться, блуждать, убегать в фантазии и воспоминания. И вот здесь проявляется истинное значение дисциплины, способность снова и снова возвращать себя в настоящий момент. Гурджиев учил: помни себя всегда и везде. Это одна из его главных практик – само вспоминание или самонаблюдение. Суть проста. В любой момент времени старайтесь осознавать, что вы думаете, что чувствуете, что делаете. И ваша задача снова и снова напоминать себе. Гурджиев не обещал легкого пути. Он говорил: ничто не делается без усилия. Даже необработанная материя не превращается в форму без давления времени и воли. Трансформация требует работы, постоянной, ежедневной, часто неблагодарной работы над собой. Но секрет в том, что эта работа не должна быть грандиозной. Она должна быть маленькой, но регулярной. Каждое утро, когда вы просыпаетесь и выбираете сделать хотя бы одно действие осознанно, это победа. Каждый раз, когда вы замечаете, что ваш ум блуждает и возвращаете его обратно, это победа. Каждый момент самовспоминания – это кирпичик в фундаменте вашего пробуждения. Со временем эти маленькие победы накапливаются. То, что сначала требовало огромного усилия, становится более легким. Вы начинаете замечать моменты, когда живете на автопилоте. Вы начинаете чувствовать разницу между присутствием и отсутствием. И постепенно пробуждение перестает быть чем-то далеким и абстрактным. Оно становится вашей реальностью. На пути дисциплины вы столкнетесь с мощными противниками. Гурджиев называл их буферами, защитными механизмами психики, которые мешают нам видеть правду о себе. Это самообман. Оправдание рационализации. Когда вы пытаетесь измениться, эти буферы активизируются. Вы дадите себе обещание медитировать каждое утро, но на следующий день проснетесь поздно, и ваш ум скажет: «Сегодня нет времени, начну завтра». Или вы решите быть более осознанным на работе, но затем погрузитесь в рутину и забудете о своем намерении. Эти механизмы очень сильны, потому что они существуют, чтобы защитить вашу иллюзию комфорта. Дисциплина – это оружие против этих механизмов. Когда вы тренируете себя выполнять обещания, несмотря на сопротивление, вы ломаете власть буферов. Когда вы делаете то, что обещали, даже когда не хочется, вы строите внутреннюю силу. И эта сила со временем становится настолько мощной, что никакое сопротивление не может ее остановить. Может показаться парадоксальным, но именно дисциплина дает свободу. Когда у вас есть способность контролировать себя, вы перестаете быть рабом своих импульсов. Вы можете выбирать, как реагировать на ситуации, вместо того, чтобы реагировать автоматически. Гурджиев учил, что настоящая свобода – это невозможность делать все, что хочешь. Это способность делать то, что необходимо, независимо от того, чего хочешь. Когда вы развиваете эту способность,
вы обретаете власть над своей жизнью. Вы перестаете быть игрушкой обстоятельств. Вы становитесь творцом своей реальности. Без дисциплины вы остаетесь в состоянии внутреннего хаоса. Ваши желания противоречат друг другу. Ваши эмоции тянут вас в разные стороны. Ваши мысли блуждают бесконтрольно. Вы хотите одного, но делаете другое. Вы даете обещания, но не держите их. Это жизнь машины, жизнь механического существа. Но когда вы начинаете практиковать дисциплину, сначала в малом, затем во все большем вы обретаете целостность. Ваши действия начинают соответствовать вашим намерениям. Ваша жизнь начинает двигаться в выбранном направлении. И это движение и есть настоящая свобода. Итак, как же применить учение Гурджиева в своей жизни? Как начать строить дисциплину, которая приведет к пробуждению? Вот несколько простых, но мощных практик. Во-первых, выберите одно маленькое действие и выполняйте его каждый день с полным осознанием. Это может быть умывание утром, чистка зубов, первая чашка кофе. Главное делать это медленно, внимательно, наблюдая за каждым ощущением, каждым движением. Во-вторых, практикуйте самонаблюдение в течение дня. Установите напоминание на телефоне. Каждый час останавливайтесь на минуту и спрашивайте себя, где я сейчас? О чем я думаю? Что чувствую? Это простое упражнение, но оно невероятно эффективно для развития осознанности. В-третьих, дайте себе одно маленькое обещание и выполните его, несмотря ни на что. Это может быть что угодно – прочитать 10 страниц книги, сделать 5 отжиманий, написать 1 страницу текста. Главное делать это каждый день без исключений. Этим вы тренируете волю. В-четвертых, наблюдайте за своими автоматическими реакциями. Когда вы злитесь, постарайтесь заметить этот момент. Не подавляйте злость, но и не отождествляйтесь с ней. Просто наблюдайте, вот злость появилась, вот она растет. Вот она проходит. Это создает пространство между стимулом и реакцией, пространство свободы. Гурджиев предупреждал, что путь пробуждения – это не спринт, а марафон длиною в жизнь. Трансформация не происходит мгновенно. Она требует лет постоянной практики, постоянных усилий, постоянной дисциплины. Но каждый день на этом пути делает вас немного более живым, немного более свободным, немного более человечным. Вы начинаете видеть моменты красоты, которые раньше проходили мимо. Вы начинаете чувствовать глубину отношений, которую раньше не замечали. Вы начинаете ощущать вкус жизни, настоящей жизни, а не механического существования. Гурджиев говорил: «Счастлив тот, у кого есть душа. Счастлив тот, у кого ее нет. Несчастье и страдание тому, у кого есть только зародыш ее». Большинство людей находится в этом третьем состоянии. Они чувствуют, что должно быть что-то большее, но не знают, как это достичь. Они страдают от смутного ощущения неполноты, от чувства, что жизнь проходит мимо. Но есть выход, и он начинается с решения. Решение начать. Не завтра, не с понедельника, не с Нового года. Сейчас, прямо в этот момент, выберите одно маленькое действие и выполните его осознанно. Это будет ваш первый шаг на пути пробуждения. Слова Гурджиева суровы, но истинны. Без дисциплины мы ничто. Мы механические существа, живущие на автопилоте, управляемые импульсами и привычками. Мы думаем, что живем, но на самом деле спим. Дисциплина – это путь пробуждения. Не грандиозная героическая дисциплина, а тихая повседневная практика присутствия. Начните с малого, но начните.
Выберите одно простое действие и делайте его каждый день с полным осознанием. Наблюдайте за собой, помните себя, выполняйте обещания. Постепенно, день за днем, эти маленькие практики трансформируют вас. Вы станете менее реактивным и более осознанным, менее механическим и более живым, менее рабом обстоятельств и более творцом своей судьбы. Путь Гурджиева не обещает легкости. Он обещает правду и свободу, которая приходит через усилия. Начните сегодня. Начните с малого, но начните, потому что без дисциплины вы ничто, а с ней вы можете стать всем.